Добрый день, мои хорошие, добро пожаловать на канал на Флор за Таро. Рада приветствовать вас вновь на своем канале. И я понимаю, что ролик или видео выходит чуть позже привычного времени в понедельник, но тем не менее вот так вот у нас иногда бывает, технически так получается. Что называется, private life никто не отменял, да, частную жизнь, поэтому, ну, как-то так бывает. Поэтому давайте будем смотреть, что, в общем-то, на этой неделе у нас, в каких энергиях мы будем с вами взаимодействовать, что нам наша прекрасная жизнь будет предлагать, и, возможно, мы увидим, через какие энергии в виде событий внешнего мира мы сможем что-то новое узнать в себе, что-то как-то более эффективно для себя пройти, какие-то сюжеты, моменты, события, да? Потому что действительно сейчас всем, мягко говоря, непросто. И тем не менее мы должны с вами понимать, жизнь, она устроена таким образом, насколько я в состоянии это понятие осознать, исходя из собственного опыта в том числе, что чем больше энергии на нас взаимодействует, да, то есть предлагается нам взаимодействие, тем больше у нас вариантов, возможностей трансформироваться и узнать себя. Вот эти все вещи, которые сейчас с нами происходят, нужно четко понимать не для того, чтобы нас уничтожить или раздавить. Вспомните моменты, когда мы с вами, особенно вот учились в учебных заведениях, там университеты свои, да, и так далее. У нас ведь начинался активироваться мозг в стрессовых, когда мы сессии сдавали, правда, экзамены, вот, как правило. И здесь ровно та же самая история. Или вы, например, занимаетесь спортом, да, вот, я не знаю, в качалку какую-нибудь там, или чем-то там, не знаю, там гантели кто-то поднимает и так далее, груз какой-то. Вот представьте, вам каждый раз дают один и тот же вес. Но не накачаются ведь уже у вас мышцы, да? А как же наши с вами кубики? А как же наши с вами бицепсы, трицепсы? Ну и так далее, да? Понятно, что каждый раз нужно увеличивать этот момент, эту нагрузку. Это не значит, что постоянно быть в стрессе. Просто нужно понимать, как работает пространство и как мы работаем, то есть как мы взаимодействуем с этим миром. И тогда, в принципе, нам более-менее становится понятно, как лавировать в этих сюжетах. Понятно, что это непросто, но для этого она и жизнь. Да, чтобы как-то, что называется, ну, скучно же будет. Я не говорю о том, что нужно ее проживать, как у меня есть не поговорка, а фразочка, да, обхохочешься. Вот это вот иногда действительно кажется, обхохочешься, но как бы в данном случае, во всяком случае, в общем, да, филологи рыдают, есть о чем поразмышлять. И мы сегодня будем с вами наблюдать, что в этой коннотации, в этих аспектах нам предложат. Вот оно само выскочило опять гремушка, но мы ее пока так оставим, посмотрим, с чем у нас это может быть связано. Какой-то событийный ряд, довольно-таки иногда неожиданный, или призываемый в шаманской культуре. Это, как правило, предмет, которым вызывают духов. Вот, поэтому сейчас будем смотреть, что у нас событийный, вернее, одну вы знаете, ну, кто давно на канале знает, я достаю одной картой на неделю, это типа общая энергетика, да, для всех. Вот. Сейчас мы ее достанем, пока в закрытом виде поставим. Угу. Здесь мы будем с вами выбирать. Сегодня мне захотелось не на Таро Маргарет Петерсон, как вот предыдущие разы, а прям запросилась. Посмотрим, почему Dreams of Gaia. Как давно мы ее не брали.
а во-вторых, прям, что называется, выпрыгивала из коробки она у нас. Вот и посмотрим, что же она нам имеет рассказать. У меня какой-то одесский словечки в последнее время, я смотрю, витают. Так, ну что, выбираем 5 вариантов. Либо выбираем, да, либо вы уже знаете, ретроспективно смотрим. Ну вот я знаю, что у многих отыгрывается полностью расклад, вот прям ретроспективно. Просто нужно, наверное, отметить, потому что действительно очень много новых подписчиков, многих, надеюсь, которые станут друзьями канала. Ретроспективно зачастую проигрывается весь расклад, просто поскольку энергии флюидные, то есть они движутся, да, постоянно. Поэтому у кого-то что-то уже произошло, у кого-то из вас, да, у кого-то сейчас происходит, у кого-то только будет происходить. Вообще, изначально этот расклад, ну вот я так предполагаю, я так закладываю, да, это прогностический, да, расклад. Но мы все люди разные и живем в разном темпе. Кто-то еще не успел добежать, а кто-то уже финишировал. Поэтому мы с вами прекрасно знаем, темпераменты у нас у всех разные. И скорости проживания, динамика жизни разные. Поэтому нужно это учитывать. Я этим как-то объясняю. Ну и плюс событийный ряд в пространстве, он... Сценарий это все равно примерно, их не примерно, а не некое ограниченное количество. Их много, но ограничено. Так, все. Достаточно, как мне говорят, болтологии, да. Итак, давайте 5 вариантов. И ассистировать будет Light Sears. 2, 3, 4 и 5 вариант. Угу. Более у нас тут прошло новолуние, суперлуние я делала. Недавно расклад суперлуна, что уходит, что приходит. Посмотрите, на мой взгляд, довольно-таки интересный получился расклад. Ссылка вот здесь должна быть. Посмотрим в этом уголочке. Вот. И сейчас мы дополнительно еще добавим вам Light Sears. Посмотрим, что нам покажут. Выбирайте 5 вариантов. Угу. Выбрали? Кто не успел, на паузу и перемотаете. А мы начинаем. Итак, что у нас за карта на, что называется, карта недели, да, общая энергетика. Перевернутую я здесь не смотрю, карта. Что у нас за карта? Давайте я вам покажу. Это у нас карта круг. Карта, во-первых, номер 28, 2 и 8, это у нас 30, это у нас в любом случае развитие. О чем же нам с вами говорят эти карты? Давайте все-таки еще раз приближу с вами к вам эту карту, и вы увидите, что на самом деле она, так вот я возьму, и видите, что они в своем центральном исполнении, вот, земля, и вот здесь погремушечки земля. Точно такой же символ. Не случайно. Я уже сказала, что этот инструмент шамана для призвания духов. И, в общем-то, карта круга, она и дополняет, акцентирует, приближает к нам понимание той самой карты погремушка, которая идет чуть позже, да. Причем самое, что интересно, это карта 4,2, 6, а это карта 2,8, 30. Да, а 3 и 6, понятно, да? Шестерка — это 2 тройки. Ну, то есть все не случайно в этом мире, это я уже убедилась не один раз. Так вот, эта карта о том, что все мы связаны, каждый из нас часть одной большой Вселенной, как бы это философски сейчас не звучало, но смысл здесь в том, что каждое наше действие для нашего бездействия, так или иначе, даже если мы не всегда осознаем, влияет на жизнь, судьбу
других людей. И если бы мы, каждый из нас об этом помнили, или, скажем так, оракул шамана нам намекает, неплохо было бы об этом помнить, то, наверное, все, что сейчас с нами происходит, с большей долей вероятности проходило бы в меньшем масштабе трагедий. Давайте так. Потому как вот эта карта, которая идет по оракулу позже, она говорит о том, что если человек не слышит, когда шепчет Бог, не дожидайтесь, когда он начинает кричать. Похоже, мы дождались, да? И поэтому здесь, судя по всему, нам эта неделя на большую осознанность, как мы проживаем, зачем мы делаем те или иные действия. И не просто для себя, да, со своей точки зрения. Конечно, здоровый эгоизм – это здорово, и многим нам не хватает этого. Многим нужно еще учиться и этому, но здесь вот эти, во всяком случае, две эти карты, я, конечно, могу бесконечно говорить, даже об этих двух картах. Тем не менее, мы должны понимать, что, видите, здесь и много рук, да, что мы все связаны, это раз. А во-вторых, не бойтесь что-то отпускать. Любовь, работу, место жительства. Если пришло время уходить, если пришло время чему-то закончиться, видите круг, он ведь продолжает крутиться, ну, как правило, в эту сторону, да, продолжает крутиться. И на смену старому всегда приходит новое. Мы же с вами знаем, да, отмирающие клетки, они всегда будут обновляться, так устроена природой. Не бойтесь отпускать, обновляйтесь. Вместе с тем мы помним, что заботиться во всех своих действиях не только о себе, но и о ближнем, даже если мы не знаем. Это на банальном языке, я не знаю, там мусор, когда мы выбрасываем, помнить о том, что кому-то его нужно будет перебирать. Вот так вот банально, да. Ну, то есть элементарно. Может быть, я не знаю, там поставить, я не знаю, вот я недавно попрощалась со своими старыми, которые много-много лет не служили кроссовками, просто поставила, да, возможно, кому-то это еще пригодится, я не знаю, но тем не менее, ну, то есть какие-то такие банальные вещи на бытовом уровне, и на самом деле все гораздо проще, мы сами все усложняем, на самом деле, я имею в виду человек. Ну, это вот такая общая карта недели, а теперь давайте будем смотреть единички. Правило это у нас понедельники, но в данном случае мы будем смотреть первый день в зависимости от того дня, когда вы начали смотреть. Ну вот, видите, The Sage. Самое, что интересно, я сразу не стала показывать. И здесь Describe, да, здесь у нас очищение. Следите за своим языком, за своим языком, за тем, что мы говорим. Но The Sage – это карта очищения. Очищение пространства через какую-то, вернее, через это очищение для того, чтобы, помните, я вам сейчас говорила, не бойтесь оставлять что-то отжившее, старое, уходящее, да. Вот карта The Sage, она, как правило, и связана с этими моментами, когда на место чего-то нового, вернее, чтобы пришло что-то новое, нужно, чтобы что-то ушло. Вот через это вы эту мудрость и постигнете. Заметьте, здесь на карте сова, заметьте, здесь у нас волк. Это у нас символы тоже, вы знаете, верности, мудрости, инстинктов. Угу. Зачастую, кто практики Таро похожи на отшельника, да, то есть, видите, он из своей пещерки вышел, идет с фонарем. Поэтому, возможно, какие-то события. Вместе с тем, здесь эта карта вот благовония, которые, знаете, вот эти индийские палочки, вот эти все, или, господи, как это называется, тасал, забыла, вот у меня вот эта вот палочка древесная, все время забываю, как называется. Это же тоже про благовоние, это про влияние на обоняние, да, на наш нюх, на обострение нюха. Кстати, да, что называется, настраиваем свои инстинкты, нюхаем пространство, условно говоря, как те самые волки. Угу.
Это у нас единички, через что? Ну вот, видите, и карта силы. Заметьте, это 8-й старший аркан, это 8-й старший, нет, здесь 7-й. Нет, 8-й, все правильно я говорю. Не случайно. Все в этом мире не случайно. Не случайно, да? Ну вот такой вам, посмотрите, какая замечательная карта силы, когда даже ягненок. Здесь у нас, видите, лев, половина девушки лев, а здесь, и здесь у нас люминиската, тоже в виде восьмерки, да, бесконечность. И мы про круг с вами говорили, бесконечно. Колесо продолжает крутиться, очень похоже на 10-й старший аркан в системе Таро, колесо фортуны, кто тарологи знают. Угу. Вот, то есть здесь люминиската, и называется «Договорись сначала с собой». Видите, что даже ягненок не боится. Что даже ягненок не боялся тебя самое. Ну, вот очень интересно. То есть здесь вот очищение пространства, расчистка собственных каких-то. Что у нас через силу пройдет? Здесь, возможно, какая-то... Но здесь может быть какой-то эмоциональный раскачка фона быть. Да, кто здесь? Здесь может быть у кого-то идет. Могу сказать, как, например, у меня это могло произойти. Может произойти еще и шестой старший аркан на дне. Ой, не старший аркан, а шестерка пентаклей. В реальности это отыгрывается, как правило, следующим образом. Это либо какой-то персонаж у вас, с которым вы ранее встречались, или кто-то из прошлого, да, то есть какой-то любовный роман, любовный интерес с каким-то королем жезлов. Это не обязательно огненный парень. Смысл в том, что это очень действенная энергетика. Заметьте, здесь у нас лев, да? Ну, так, обращаем на это внимание. Тем не менее, это очень активный мужчина. Или это может быть с работой что-то связано, что-то очень вам нравящееся. Это второй вариант, да? Что-то вам очень нравящееся. Вместе с тем, возможно, позвонили могут позвонить с бывшей работы, и из разряда «возвращайся», да, у нас есть место. Вместе с тем вы знаете, что вы же помните, почему вы оттуда уходили, да, ну, то есть есть причины. Здесь вот нужно будет как-то с собой договариваться, да, чтобы не пугать людей. Мы помним про карту круга, для того, чтобы правильно выровнять баланс, давать, брать. Либо еще какие варианты здесь возможны. Это, например, через какой-то любовный интерес, любовный роман вы увидите, в каком сценарии вы крутитесь. И корнями, скорее всего, это уходит куда-то в детство, например. То есть варианты, как вам жизнь может показать, как вам увидеть какие-то собственные моменты, на которые обратить внимание, которые бы позволили и расчистить пространство, чтобы что-то новое вошло. Потому что, понимаете ли, в основном девушки смотрят, да, мы все хотим принцев, королей, императоров. Сейчас многие знают, что есть такой архетип императора и так далее. Но давайте так объективно, честно. А что мы взамен можем предложить этим обалденным парням? Вот, ну так, объективно, да, вот чтобы учитывать вот этот баланс давать, брать, мы все хотим, чтобы были стройные, красивые, замечательные, с финансами, да. Давайте подойдем для начала к зеркалу. Это не значит, что мы должны быть там все Мониками Белуччи, но как минимум заботиться о собственном теле, о здоровье, о своем финансовом благополучии, да, о настроении. Понимаем, да? Может быть, все-таки мы сами, как взрослые барышни, должны, да? И тогда, конечно, природа не терпит пустоты, и она дает, как правило, равнозначное. Если рядом с нами оказываются персонажи с нашей точки зрения, ну, не очень, может быть, есть смысл подойти к зеркалу и задать себе вопрос, а почему я оказалась рядом с этим человеком, или этот человек оказался? Чем я могла быть, притянуть? Что во мне есть такого, что ко мне в пространство вошел подобного рода человек? Ну, это так, для размышления. Так, двоечки, идем. Угу. Ну и вот, мы тут очистили пространство, и мы подходим к королю воздуха. Очень много, я смотрю, здесь у нас птиц.
здесь у нас сова, здесь у нас орел в 3 стороны. Ну вот у нас пошли соблазны, да, пошли по старшим арканам, ну и прекрасно. Еще лейтмотив немаловажный. Следим за тем, что мы говорим, кому мы говорим. Эмоциональная неделя может быть всплески, но нужно понимать, что мы все, да, здесь у кого-то роман. Угу. Здесь скрывается, скорее всего, какая-то история, которая не давала или не дает вам покоя до сих пор. Не удивлюсь, либо это старый сценарий, не удивлюсь, если это человек, с которым у вас были отношения, или это история, которая человек, который очень напоминает вам кого-то. Тоже такое возможно. Тем не менее, это в любом случае идет как закрытие, судя по всему, какого-то гештальта у кого-то. В разных, я говорю, тут может быть и с работы, и с личной жизнью, и с творческой реализацией, неважно. Здесь вопрос в том, что мы расчищаем пространство, закрываем старые какие-то хвосты, подчищаем. Новый год скоро, да? Тем более год такой не забываем. У нас на этой неделе еще такое прекрасное число нумерологическое 20, 10, 20, 20. Так, на минуточку. И это число жрицы. Заметьте, у нас здесь везде балансы, везде двойки. Второй старший аркан, карта двойка кубков, чтобы перейти, чтобы увидеть перспективу. Заметьте, как красиво говорят арканы. Расчищаем, осознаем, работаем со своим новым каким-то соблазном. 100% будет соблазн. Не забываем включать мозг, а не просто на эмоциях качаем. Ах, у нас любовь. Все замечательно, но мы, учитывая прошлый опыт по 6 кубков, да, должны понимать, для чего мы входим и чувствуем, слышим себя. Помните, я вам говорила, здесь это этап у нас осознанности. Мы все влияем друг на друга. Все абсолютно. На нас и мы на кого-то. И здесь откроется какая-то у нас тайна, либо о себе, либо о ком-то, но ничего плохого я здесь не вижу. Дьявол — это же не только про дурные какие-то наклонности, привычки. Это и еще и вещи, которых мы очень, очень сильно можем желать, хотеть и так далее. Это страстное желание чего-либо или кого-либо. В том числе, да, это не всегда про зависимости, хотя зачастую, если мы на этом зацикливаемся, конечно, здесь прекрасная возможность развести эти вещи, почему мы на чем-то залипаем и что-то в себе увидеть или в ком-то. Прекрасно. Не забываем включать мозги или не забываем, что не надо их отключать. По королю воздух очень рационально смотрим на все соблазны, на все предложения, которые к нам приходят, и договариваемся, включаем интуицию для того, чтобы понять, а мы вообще зачем собираемся вступить в эту воду. Угу. Это у нас троечки. Ой, двоечки были, троечки. Угу. Ой, старшие арканы прям падают. Юнион, да, здесь больше доли вероятности либо про творческую какую-то реализацию, либо это про любовный какой-то роман, предложение. Здесь новое знакомство, девочки, у кого-то прям пышным цветом идет, прям вижу. Да, здесь есть такая тема. Вот, поэтому здесь объединение, не удивлюсь, если здесь по троечке кто-то кому-то сделает какое-то предложение. И вытевалится карта мага. Да, здесь кто-то может получить то, что он хотел когда-либо. Маг, 7 кубков и колесо фортуны. Вот оно колесо, вот у нас круг. Все в этом мире не случайно. Здесь идет любовный роман у кого-то пышным цветом, либо новое какое-то знакомство на этой неделе, очень такое повлияющее заметным образом на вашу жизнь. Если вы не вернетесь в старый какой-то сценарий, у вас есть возможность выпрыгнуть из какого-то сценария, который, судя по всему, видите, и вступить в новое. Перед этим здесь на дне колоды был 9 мечей. Это 100% неделя закрытия гештальтов. Закрытие каких-то хвостов, закрытие каких-то сюжетов, которые никак не удавалось вам закончить. Никак не удавалось
Даже если вы с человеком уже не общаетесь 185 тысяч лет, все равно вот эти монологи, диалоги в голове, они продолжались. Да? Постоянно мы смотрели какие-то тарологов, мы думали, почему не получилось, ну как же так. Вот на этой неделе есть возможность переиграть или по-новому, или с этим же человеком. Если мы не осознаем, почему не получилось в прошлый раз, или где пошло что-то не так, это ведь не значит, что все истории должны заканчиваться только исключительно счастьем, и мы стали мужем и женой, и прожили там. Не всегда ведь истории начинаются для этого. Они ведь с разной целью начинаются, просто мы сами придумываем себе сложности. Мы помним, да, уже смотрели эти карты. Здесь я говорю про что-то новое. Троечки и четверочки. Снизойдет. Да, девятка кубков, да. Здесь у вас, девочки, мальчики, здесь идет какая-то у кого-то, судя по всему, большая, светлая. Сейчас посмотрим насчет настолько, насколько светлая. Ну, как бы, да, если вы откроете глаза. Да, вот она трансформация. Угу. Угу. Если вы не захотите опять крутиться в этом сценарии, ой, мне ничего не надо, вот, да, а сами вдохнете жизнь в движение в собственную жизнь. Никто не обязан приходить и нас спасать, понимаете? Возможности от жизни по четверочкам нам даются. Масса, посмотрите, снисходит прям. Внутри у нас этот ресурс есть, если мы сами его не закроем собственными мыслями и не будем крутиться в собственном зеркале вот этих воспоминаний каких-то. Понимаете, вот оно вот все идет, вот мы крутим. Ой, нет, у меня больное сердечко. Это четверка мечей. Перед четверкой мечей всегда идет тройка мечей. Неоправданные надежды, разбитые сердца. И тогда, если вы вот этот сценарий, у вас будет этот сценарий, скорее всего, по четверочкам, ничего не делать. Вам предлагается перевернуть этот сценарий и выйти в жизнь, и тогда использовать возможности жизни и собственные. Где-то здесь идет блок. Вы сами себе блокируете по двойке мечей. Тем не менее, есть возможность уравновесить пространство. Если вы поймете, почему, где вы в сценарии. Вы в каком-то сценарии здесь крутитесь. Если на этой неделе всплывает какой-то бывший, если на этой неделе приходит какое-то предложение из прошлого, если на этой неделе вы знакомитесь с человеком, который чем-то вот напоминает вам прошлое, посмотрите чем. И посмотрите, почему вы оказываетесь, где вы не отпустили, что вы не можете простить, кому-либо или себе. Во всяком случае, у вас на это есть прекрасный шанс переиграть. Это были четверочки, пятерочки. Да. И тогда из пажа жезлов, из девочки активной, огненной, вы переходите в потрясающую королеву жезлов, королеву огня, посмотрите. Вспомнилась почему-то Маргарита Булгаковская, которая абсолютно знала, что, как. Ну, это, во-первых, очень активная бар. Слушайте, потрясающе сегодня. Не случайно сегодня запросились мне Dreams of Gaia. Посмотрите, королева огня, колесница, я говорю, и понесется. Ну, вот оно и понесется. Если мы сами, дорогие мои, не заблокируем. Не отказывайтесь от возможности, идите, вступайте, боитесь идти в эти отношения, в это предложение. Но все равно идите, там разберетесь. Доверьтесь себе, да, вот, двойка жезлов, идите. Но знаете, вот только что вот с языка просто снимают, зачем вы туда идете, и переиграйте с учетом прошлых каких-то... Слушайте, все, я не буду даже ничего дополнять, мне аж дыхание переполняет. Карта любовников. Выбор за вами, как вам проживать свою жизнь. Брать ответственность на себя за собственную жизнь, помня, что все мы влияем друг на друга.
и вы влияете на людей, с которыми вы связаны. Потрясающий расклад, просто потрясающий, энергетика просто сейчас шкалит здесь. Я не знаю, насколько это ощутимо через экран. Я сейчас сижу, вы меня не видите, но у меня, честно говоря, я глаза вытаращила из разряда «Вау, вот это да!». Поэтому опять у нас среда-четверг, корневые, ну вот ориентировочно, да, троечка, четверочка, опять у нас передвижка идет. Ну, у меня все время так получается в раскладах. Поэтому прекрасная возможность посмотреть, где мы сами себе блокируем возможности. В отношениях, в работе, в социальной реализации. Где-то мы сами стопорим чего-то. Здесь нет страхов. Ну, отчасти да, отчасти это страхи. Девятки мечей — это все-таки мысли, которые мы сами загоняем себе. Горе от ума, отпускаем ум. Это не значит, что мы выключаем ум, падаем в эмоции. Это значит, что мы очень рационально смотрим на ситуацию, как бы сверху анализируем, но не используем только ум, мы включаемся в эмоции обязательно. Идите там, где вам нравится. Если нравится человек, вступайте, не бойтесь. С учетом предыдущих каких-то, предыдущего опыта. И чувствуйте, слушайте себя, интуицию, у вас все получится. Здесь очень много старших арканов. Маг, жрица, колесо фортуны, дьявол, сила, смерть, шут, ребят. Карта любовников. Ну, я без вариантов. Мы просто обязаны классно прожить эту неделю. И вы потом мне напишите в комментариях, или параллельно у кого-то это 100%, еще и колесница здесь. Поэтому удачи и до новых волнующих встреч на канале La Forza Tarot.